Всем привет! Вы на канале Route 55. Сегодня я вам расскажу о процессе создания новой игры. Итак, как вы знаете, на моем канале есть рубрика под названием «Создаю игру по идее подписчика». Благодаря этой рубрике было создано около 8 игр, но данная игра будет являться первой игрой, в которой была применена воксельная графика. Итак, что же представляет из себя эта игра? По идее подписчик я должен был создать игру, где игрок управляет кубом, который ходит только налево и направо. Также кубу необходимо ловить начисы, иначе его ждет смерть. Итак, в моей игре я реализовал эти механики. Вот. Зеленые начисы есть, желтые начисы есть, красные начисы есть. Стоит сказать, что игра теперь разделена на раунды, от которых зависит появление начисов. Плюс добавлены новые механики. Деньги, монетки, скины, костюмы, магазин скинов, где можно тратить эти деньги. А также ежедневные награды. В последний день наград вас будет ждать такой персонаж, как Scrooge McDuck. В игру также были добавлены партику и звуки к ним. Изменил механику начисов. Теперь зеленый начис восстанавливает здоровье персонажа, желтый восстанавливает сытость, красный начис отнимает его здоровье. Также добавлена шкала сытости. Если ваша шкала опустилась до нуля, то здоровье у персонажа отнимается. А значение сытости зависит от значения скорости. Скорость же вычисляется по этой формуле. Сейчас будет быстро. Спид — это текущая скорость. Стат — это скорость, которая должна быть максимальной для персонажа. Сатаби — это текущее значение сытости. 5000 максимальное значение сытости умноженное на 2 — это для ускорения, для усиления, для уровня сушити, для усиления скорости. Фух, как будто формулу для физики или математики объяснил. Знаю, что вам эта формула не нужна, поэтому поговорим о другом. На заднем фоне у нас виднеется красивое небо. Особенно оно будет красивым, если выбрать минимальную графику. Это все локация лес, но если вы выберете локация лава, то там вы встретите уже известного для моего канала персонажа. И не только. Лава. Не знаю, почему я назвал эту локацию так, но не суть. Представьте, эта локация уже выглядит все страшно. Слева и справа от персонажа будут какие-то плиты. Из труб, а точнее спавня, больше не будут появляться зеленые начисы. Только красные, желтые и монетки. Если поиграть на эту локацию больше 1 минуты, то выйдет босс Бонни, у которого есть свои фазы атаки. Первое. Он посмеется над вами и включит плиты с огнем по бокам, те самые плиты. Также из этих плит полетят монетки, которые вы можете собрать, а потом купить скины, а может быть вложить куда-нибудь в какие-нибудь биткоины, не биткоины. Ой, я это записал. Вторая фаза атаки. Он поднимает монетные астероиды в небо, которые полетят в игрока. Астероиды, столкнувшись с землей, ломаются, а также с них выпадает 48 монет, сам лично считал, которые разлетаются по разным сторонам. Третья фаза атаки. А больше фаз атак нет. Вообще, для игры задумывалась еще одна локация — лаборатория, но потом я понял, что это будет слишком. Вообще, босса Бонни я не планировал добавлять, но когда я резко вспомнил, что у меня есть модель Бонника из прошлой игры, которая никогда не выйдет на свет, вот она, я понял, что его можно добавить как босса. Я думал об этом долго, но в итоге воплотил это. Я мог ему добавить больше механик атак, но не стал, потому что зачем? Вообще, для игры еще задумывался сюжет и одна локация — лаборатория, в которой пояснял себе этот сюжет. Но я понял, что это будет слишком для такой маленькой игры. Вот такая первая игра в воксельном стиле получилась. Если вдруг когда-нибудь лет через 500 вы захотите поиграть в нее, то переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. И если я увижу, что вам понравилось данное видео, то я обновлю свои старые игры. А так, всем спасибо за ваши идеи, за ваши лайки, за ваши подписки. Итак, закончим же этот ролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.